Всем привет, дорогие друзья! Ну вот мы и добрались до последнего японского бренда Kawasaki и его десятки самых интересных мотоциклов. А кто не смотрел 3 предыдущих выпуска, ссылки вас ждут в описании. Начать я решил с трехцилиндрового флагмана компании, который главенствовал на дорогах в 70-х – Kawasaki H2 750 Match 4. После выхода эта модель привлекла к себе большое внимание мотожурналистов и поклонников мототехники во всем мире, так как мотоцикл был первым серийным байком, который мог проехать 1/4 мили менее чем за 12 секунд, разгоняясь при этом до 168 км в час. Его максимальная скорость превышала 200 км в час. 748-кубовая двухтактная рядная тройка воздушного охлаждения выдавала 74 лошадиные силы и 77 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни мотоцикл разгонялся менее 5 секунд. Kawasaki H2 750 долгое время считался самым спортивным и агрессивным на улицах. Далее у нас идет совсем неизвестный мотоцикл Kawasaki Square 4 750, потому что он так и не пошел в серию. В 70-х была большая борьба за лидерство по самым быстрым мотоциклам. Выпустив вышеупомянутый Kawasaki H2 750 с максимальной скоростью 202 км в час, а затем и четырехтактный Z1, который разгонялся до 210 км в час, компания втайне вела разработку над супермощным и супербыстрым мотоциклом Square 4 750, который получил двухтактный квадратный двигатель жидкостного охлаждения. Он интересен тем, что инженеры решили объединить передние и задние цилиндры с каждой стороны. Точная мощность этого зверя неизвестна, однако утверждалось, что он был самым быстрым мотоциклом компании на тот момент. Но несмотря на то, что Kawasaki потратила годы на исследования и разработки платформы Square 4, новые нормы выбросов в США похоронили проект в 1973 году. В 1978 году компания Kawasaki отметилась самым первым серийным мотоциклом с турбированным мотором Kawasaki Z1 RTC. Его 1015-кубовая четверка воздушного охлаждения выдавала 126 лошадиных сил максимальной мощности на 8000 оборотов в минуту. При сниженной массе в 255 кг 400-метровую дистанцию мотоцикл преодолевал всего за 11,4 секунды, развивая при этом 198 км в час. Максимальная же скорость, которой была способна развить модель Z1R Turbo, составляла 254 км в час. Однако модель постоянно преследовали технические проблемы. Легендарная шестицилиндровая модель Kawasaki KZ-1300, которой компания в 1979 году решила переплюнуть мотогиганта Honda с ее моделью CBX-1000. Мотоцикл, естественно, получил двигатель большего, чем у конкурента объема 1286 кубиков и использовал, в отличие от CBX-1000, жидкостную систему охлаждения. Также этот мотоцикл впервые в истории компании получает карданный привод. Максимальная мощность составляла 120 лошадиных сил и 116 ньютон-метров крутящего момента. В 1984 году, благодаря системе впрыска, она возрастает до 130 лошадиных сил и 118 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса 322 кг, бак вмещает аж 27 литров топлива. Разгон от 0 до сотни занимает 4 с небольшим секунды. Максимальная скорость 230 км в час. В
1986 году компания проделала работу над ошибками и выкатила Kawasaki GPZ-750 Turbo. Этот вариант стал самым быстрым в мире турбонаддувным мотоциклом. Его 738-кубовая рядная четверка воздушного охлаждения выдавала 112 лошадиных сил максимальной мощности на 9000 оборотов в минуту и 99 ньютон-метров крутящего момента на 6500. Турбинка от Hitachi раскручивалась до 10 000 оборотов в минуту. При этом практически отсутствовал эффект турбоямы. При сниженной массе в 241 кг от 0 до сотни GPZ Turbo разгонялся за 3,7 секунды. Максимальная скорость была около 260 км в час. Конкурентам оставалось только признать победу Kawasaki в данном состязании 80-х. В 1987 году компания выпустила модель Kawasaki ZL-1000 Eliminator. Он интересен тем, что сердцем этого пауэр-круизера стала рядная 998-кубовая четверка, которая ставилась на две модели: Sport Tourist Kawasaki GTR 1000 и спортивную модель Kawasaki GPZ 1000 RX. Последний вариант имел самую высокую мощность — 125 лошадиных сил и 101 ньютон-метр крутящего момента, которые в версии круизера и спорт-туриста превратились в 110 лошадиных сил и 91 ньютон-метр. Несмотря на сниженную массу в 270 кг и кардан, от 0 до сотни пауэр-круизер разгонялся около 4 секунд, максимальная скорость 220 км в час. Средний заявленный расход топлива 6,8 литра на 100 км. Бак вмещал 18 литров. Мотоцикл довольно редкий, так как из-за малого спроса покинул конвейер уже в 1988 году. Kawasaki VN 2000 Vulcan. Этот самый большой круизер своего времени выпускался с 2004 по 2010 год и оснащался V-образным двигателем объемом 2053 кубических сантиметра, который выдавал 103 лошадиные силы и 177 ньютон-метров крутящего момента, полностью доступного уже на 3200 оборотов в минуту. Мотор имеет электронный впрыск топлива, двойные дроссельные заслонки, кованые поршни и шатуны. При сниженной массе в 371 кг здоровяк от 0 до сотни разгоняется за 4 с небольшим секунды, а максимальная скорость около 220 км в час. Средний расход топлива, несмотря на объем, заявлен как 6,5 литров на 100 км. Бак вмещает 21 литр. Король автобанов Kawasaki ZX-14R, он же ZZR-1400, который побил по характеристикам не менее популярного конкурента Suzuki Hayabusa. Этот настоящий тяжеловес оснащается 1441-кубовой рядной четверкой, которая выдает 210 лошадиных сил и 162 ньютон-метра крутящего момента. При сниженной массе в 269 кг эта махина от 0 до сотни выстреливает менее 3 секунд. Максимальная скорость свыше 300 км в час. Средний расход топлива 7 литров на 100 км. Емкость бака 22 литра. Высота по седлу ровно 800 мм. В Японии Kawasaki ZX-14R не продается. Да и зачем он маленьким японцам с множеством ограничений в их стране? А вот в США, где ZX-14R есть возможность разгуляться по их хайвеям, цена начинается от 16,5 тысяч долларов. Это примерно 1,5 миллиона рублей.
После появления Kawasaki ZX-14R у всех возник вопрос, а что дальше? Неужели в будущем может появиться ZX-16R? Но нет, в Kawasaki пошли другим путем и выкатили в 2015 году Kawasaki Ninja H2, серийный мотоцикл, который оснащается двухскоростным центробежным нагнетателем. В итоге они получили еще больше мощности, но с гораздо меньшей массой и размерами. Надувная 998-кубовая рядная четверка выдает 231 лошадиную силу и 141 ньютон-метр крутящего момента. При сниженной массе в 238 кг от 0 до сотни H2 разгоняется около 3 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке в 299 км в час. Средний расход топлива заявлен в 6,2 литра на 100 км. Однако, чтобы оставаться первыми, Kawasaki представили заряженную трековую версию Kawasaki Ninja H2R, которая с тем же мотором, но другими настройками уже выдает 326 лошадиных сил и 165 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 216 кг от 0 до сотни H2R разгоняется за 2,5 секунды. Максимальная скорость рекордная, достигает 400 км в час. Поэтому и цена за этого монстра не маленькая. В США за аппарат для телепортации на официальном сайте сейчас просят $58 100. Это чуть больше 5 миллионов рублей. Из всего вышесказанного делаем вывод: Каву уже никто не переплюнет, а если и попытается, то я думаю, ответ не заставит себя долго ждать. Ну и заканчивает выпуск первый серийно выпускаемый в Японии гибридный мотоцикл Kawasaki Ninja 7 Hybrid, который также имеет и naked версию Z7 Hybrid. Он оснащается основной 450-кубовой рядной двойкой жидкостного охлаждения, которая выдает 58 лошадиных сил и 43 ньютон-метра крутящего момента. А дополнительным уже идет синхронный электромотор с пиковой мощностью в 12 лошадиных сил и 36 ньютон-метров крутящего момента. Суммарно в режиме E-Boost они выдают 69 лошадиных сил и 60 ньютон-метров крутящего момента. При этом компания заявляет, что в таком кратковременном режиме гибридный Ninja обладает динамикой на уровне литровых мотоциклов при топливной экономичности 250-ок. Конечно, точных разгонных характеристик производитель не указал, а вот расход заявлен как 31 км на 1 литре бензина. Это выходит примерно 3,3 литра на 100 км. Сниженная масса Ninja 7 Hybrid 228 кг. Бак вмещает 14 литров. Трансмиссия представляет собой электронно управляемую шестиступенчатую коробку, работающую как в автоматическом, так и ручном режиме. В Японии за гибрид просят сегодня 1 848 000 йен. Это $11 500 или примерно 1 миллион рублей.